Здравствуйте, самые лучшие зрители! Меня зовут Полина. Зачем ходить вокруг да около? Возьмем сразу быка за рога. Девушка, вы любите животных? Да? Возьмите меня к себе. Я такая скотина. А у нас сегодня обновка для такого замечательного песика. Ой, я уж сама запуталась, для какого именно. Но все собачки просто очаровашки. Ну, с живым-то шпицем все понятно. А вот про эту фигурку с удовольствием расскажу. Эта компания Кубрикс так постаралась. Под этим брендом выпускается много всего интересного. Это и алмазные мозаики по вашим фотографиям, и картонные 3D-конструкторы, и другие товары для творчества. А мне понравился вот такой милый песик. Заказала на Wildberries. Все очень хорошо упаковано. Этот картонный 3D-конструктор подходит для детей 5-10 лет. Ну вот, мне еще нет 50. Ну, печалька. В упаковке есть все для сборки. Вложена инструкция. Так, вот 3 палочки. И все детали на картонных листах. Детали пронумерованы, не запутаешься. Для начала на палочки надеваем первые детали и закрепляем их. А потом лучше сразу же высвободить все детали, разложить их по кучкам, по порядку номеров и собирать, подглядывая в инструкцию. Картон очень хорошего качества, держит форму, и каждый элемент вырезан под определенным углом. Вот так, постепенно, шаг за шагом, мы собираем очаровательную собачку. Даже знаю, кому можно подарить такой набор. И есть в моем окружении собачники, которые будут рады самостоятельно собрать такой милый сувенир. Когда собрали все тельце, надо пристроить и хвост. Он просто вставляется в отверстие на туловище. Собачка и без хвостика выглядела симпатично, а здесь стала просто очаровашкой. Смотрите, вроде бы собирали из простых картонок, а собачка получилась очень реалистично. Кстати, при желании ее можно раскрасить, но думаю, что картон и сам по себе роскошно выглядит. Заказывайте картонный конструктор Кубрикс на Wildberries. Ссылочку оставлю в описании. Переходите и радуйте себя и близких. Кстати, я себе уже присмотрела еще парочку наборов. Думаю, что они будут очень симпатично смотреться на полке в моей комнате. Но мы ведь хотим радовать настоящих, живых собачек. Из плотной ткани выкроем квадраты 15 на 15 сантиметров. Все расцветки разные. Сделаем предварительную раскладку, так как вам подскажет ваша фантазия и позволяют имеющиеся ткани. Раскладка 4 на 4 детали. Сшивать будем сразу же все детали. Делать это удобнее вертикальными колонками. Сначала соединим вместе, прошьем детали первой и второй колонки, потом третьей и четвертой. Для удобства работы, чтобы не перепутать детали, сложим их стопочкой и поместим рядом со швейной машинкой. Детали шьем одну за другой, плотно, гирляндой. Нитки не обрываем, никаких дополнительных стежков между деталями не делаем. Потом отшитые заготовки разворачиваем, швы расправляем на 2 стороны и прижимаем машинной строчкой. Ткани у меня плотные, мебельные. Швы и соединения могут быть толстыми.
Смотрите, вот так выглядят готовые отшитые детали. Теперь надо соединить их вместе. Для того, чтобы не запутаться в раскладке, лучше места швов соединить булавками. Когда все вертикальные швы сделаны, все полотно держится на нитках, соединительных швах, и остается только прошить их по горизонтали. Естественно, все швы мы также закрепляем машинной строчкой. Ура! Верхняя лоскутная часть готова. Выкроем из плотной ткани деталь для обратной стороны. Сложим их лицом к лицу и прошьем по периметру. Но есть одна тонкость. Шов начинаем с уголка. Потом 3 стороны прошиваем полностью и захватываем еще один угол. Подрезаем уголочки, потом выворачиваем получившийся мешок. Внизу должно остаться большое незашитое отверстие. Все углы расправляем, ткани подтягиваем, ровно укладываем и прошиваем этот мешок вертикальными линиями по рисунку квадратов, но немножко не дошиваем до низа, иначе будет сложно работать. Смотрите, какая конструкция у нас должна получиться. Такие длинные трубы. А теперь мы их постепенно наполняем набивкой. У меня это холофайбер. Для начала заполняем только самый первый ряд квадратиков. Количество наполнителя определяйте сами. Надо, чтобы подушечки были набиты, но чтобы можно было прошить этот ряд на швейной машинке. Для начала лучше поменять лапку. Поставить лапку для пришивания молнии, потому что у нас полотно с одной стороны пышнее, а с такой лапкой работа пойдет легче и быстрее. Когда закрепили первый ряд перинки, переходим к работе над следующим рядом квадратиков. Также заполняем их наполнителем, а потом также прошьем и этот ряд. Когда у нас остается последний ряд квадратиков, немного меняем тактику. Нам надо дошить вертикальный шов до конца и при этом еще подвернуть открытые срезы и закрепить их машинной строчкой. Почему мы не сделали это сразу? Из соображений удобства работы. Очень сложно набивать длинные узкие трубки. Рука не проходит. Поэтому и шьем по частям. А теперь остается только заполнить наполнителем последний ряд квадратиков и зашить оставшиеся отверстия. Это можно сделать вручную или на швейной машинке, кому как удобней. Перинка получилась просто класс. И кто-то после этого еще будет рассказывать про собачью жизнь. Столько трудов вложено в эту работу. Как выяснилось, у собачки есть подстилка, но спать она любит на диване. Так вот, специально для защиты дивана и сшили эту небольшую перинку. Да-да, вся работа псу под хвост. Ой, везет же этой собачке. Ей подстилки шьет один из самых известных рукодельных блогеров. Сама Поли Стич. Повезло. Так, Пушок, попрощайся со зрителями.
Скажи всем, чтоб обязательно лайкали в комментариях. Ну что, с вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч!